Рада приветствовать вас всех на моем творческом канале. Канал у меня потихоньку растет, развивается. Это все благодаря вам, мои подписчики. Я хочу сказать вам всем спасибо за ваши подписки, лайки, комментарии. Сегодня я к вам с новым мастер-классом. И опять же, этот мастер-класс у меня по просьбам. То есть некоторые просили показать, как создается именно вот такой белый, светлый такой ранункулюс. Я хочу сегодня показать процесс создания именно вот такого цветка. Он довольно маленький. Лепестки у него раскрытые снизу, то есть у него такая красивая очень форма. Он отличается от тех ранункулюсов, которые я снимала прежде. Я сейчас покажу вам ранункулюс, который есть у меня видео, мастер-класс по вот такому ранункулюсу большому. Это такая полноценная ветка с листьями, с бутонами. И цветок здесь большой. Видео это есть у меня на канале, можете посмотреть. Есть отдельный даже плейлист ранункулюс из холодного фарфора. И там мы создавали вот такой. И посмотрите, насколько сильно отличаются цветы. То есть, насколько этот белый меньше размером вот этого большого розового, да, у него отличается форма. И вообще в целом отличается характер цветка, стиль. Сейчас у меня создается новая композиция из вот таких белых ранункулюсов. Там же будет вишня и будет еще что-то вроде парковой розы. И я хочу тоже снять потом мастер-класс для вас по этой парковой розе. А сегодня мы будем делать вот такие ранункулюсы. В частности, мой новый друг из Италии попросила меня сделать такой мастер-класс. Она его очень ждет. Я передаю вам привет. И рада сообщить, что я стараюсь, чтобы всех порадовать, всех, кто просил этот мастер-класс. Давайте теперь пройдемся по инструментам, что нам понадобится для создания такого красивого ранункулюса. Глина, которая нам понадобится для создания такого цветка, это в основном, то есть в основном эту глину я использую. Это холодный фарфор Modern Clay в зеленой этикетке и Modena Soft фирмы Падика. Это легкая целлюлозная глина японского производства. И я смешиваю эти глины в пропорции примерно 3 к 1, где 3 части глины Modern Clay и 1 часть глины Modena Soft. Окрашивать глину для цветка. Оттенок у нас практически белый, но он не совсем белый. То есть у него есть все-таки легкий оттенок, ближе к такому очень-очень светло-зеленому. То есть ранункулюс не совсем белый. Смотрите, я использую для этого цветка краски травяная зеленая Sap Green или зеленая крушина еще по-другому называется. И добавляю немножко желтой масляной краски.
То есть в такую глину, вот именно такого оттенка краски нужно добавлять совсем понемножку, буквально вот совсем маленькая капелька желтой краски и маленькая капелька зеленой краски. Можно использовать вот такую травяную, то есть либо Винтон, либо краска какая-то российская. Вот. Я предпочитаю Винтон, она мне больше нравится и по цвету, и по качеству. Чтобы сделать чашелистики и стебли, я здесь смешивала также травяную, зеленую, совсем небольшое количество оливковой краски и также немножко желтой. Хочу обратить ваше внимание на то, что в серединке цветка оттенок чуть-чуть по насыщеннее. То есть он там вот такой светло-светло-зеленый, и остальные лепестки уже практически белые. Но если смотреть вот на свет, то есть чуть-чуть все-таки где-то вот отливает таким светло-светло таким вот зеленоватым оттенком. То есть они не совсем чисто белого цвета. Вот, это по глинам, по краскам. Понадобится латексный клей. Я предпочитаю его, потому что он хороший по качеству, абсолютно прозрачный после высыхания, и он обеспечивает надежную, крепкую склейку лепестков. Вы можете использовать любой другой клей, с которым вы привыкли работать. Многие работают с клеем ПВА. Проволока, которую я использую для своих ранункулюсов. Здесь вот еще стебель не обкатан глиной. Это проволока номер 18. Она достаточно надежная, и она очень хорошо удерживает такой цветок. Мне не нужны длинные стебли, и стебли с листьями мне для моего текущего букета тоже не нужны. Поэтому 18-й проволоки мне здесь вполне достаточно. Цветочек небольшой, он очень хорошо держится на таком стебле. Проволока у меня японская, она очень качественная, поэтому я ее смело всем мастерам рекомендую. Дальше из инструментов вам понадобится плоский пластиковый нож для того, чтобы обрабатывать лепестки под пленкой. Вам понадобится 2 стека с разными шариками разного диаметра. У меня здесь шарики 6 мм. 9 миллиметров, этот, по-моему, 8, ну и такой вот большой, но он, скорее всего, не пригодится, такой большой, потому что лепестки у нас не очень крупные. И я использую силиконовую кисть для того, чтобы сглаживать кое-где швы, когда мы будем создавать уже чашелистик и стебель. Может понадобиться силиконовая кисть. Также вам понадобятся маникюрные ножницы с загнутыми концами. Работать мы будем с вайнером лепестка ранункулюса с очень красивой фактурой, катеры лепестков ранункулюса и катер чашелистика для розы. Но он очень хорошо подходит и для этого цветка тоже. Фирма инструментов Flower Portrait. Ссылочку на этот магазин я оставлю под видео. У нее очень хорошие инструменты. Это мастерица Ольга Щербакова. Мне очень нравятся ее вайнеры и катеры. Очень красивая фактура и достаточно качественные катеры с хорошим таким режущим краем. Очень красивая форма. Все прочно, надежно. Поэтому такие инструменты я вам тоже смело рекомендую. Также для того, чтобы создать ранункулюс, вам необходимо будет основа на проволоке. То есть вот вы берете проволоку номер 18, отрезаете ту длину, которая вам необходима для вашей работы. И вам нужно взять небольшой кусочек легкой зефирной глины, целлюлозной, например, той же Modena Soft. Или можно использовать глину Hearty Soft или Artista Soft.
или любую другую зефирную глину. Например, можно использовать даже какую-нибудь китайскую, недорогую. И просто нужно из этой глины скатать шарик небольшой диаметром где-то 1,5 сантиметра, где-то сантиметр и 6 миллиметров. И просто вдеть туда проволочку. Но изначально на проволочке сделайте петельку, чтобы она закрепилась в этом шарике. И вот такой шарик на проволочке послужит основой для цветка ранункулюса. Итак, также вам может понадобиться какая-то емкость, в которую мы потом нальем немножко водички, для того, чтобы сглаживать опять же вот эти швы. Если будут какие-то неровности, вот как раз силиконовая кисть и вода могут понадобиться для сглаживания швов. Также понадобится пленка для пастомашины, так как мы будем работать с каттерами. Мы будем это все вырезать, и понадобится пастомашина. У меня пастомашина с 9 делениями, и нам для нашей работы, для цветка, для лепестков понадобится деление номер 7, а для чашелистика понадобится деление номер 6. По количеству лепестков я вас сориентирую в процессе видео. И теперь давайте приступим к созданию этой красоты. Давайте замешаем глину. Сейчас я смешаю холодный фарфор. И так достаточно такое хорошее количество у нас будет. Может быть, даже этого многовато. А может быть и не многовато, потому что, может быть, я захочу еще бутончик сделать. Так. Глину обратно в пленку упаковывайте очень тщательно, чтобы она не засохла. Я все время это повторяю, как напоминалку для начинающих мастеров. Итак, добавим Модену Софт. То есть, если этой глины у нас условно, допустим, вот такое количество, то зефирной глины нужно взять в 3 раза меньше. Это у нас совсем мало. Ну вот, даже вот, можно даже не 3 к 1, можно даже 4 к 1 сделать. Этого будет вполне достаточно здесь. Если у вас нет легкой зефирной глины, целлюлозной, если у вас нет вот Модены Софт или Харти Софт, какой-то вот именно зефирной глины, то тогда, если вы будете работать только с холодным фарфором, то есть только вот с холодным фарфором, то тогда вам нужно будет добавить в глину небольшое количество цинковых белил. Это масляная краска, белила цинковые, для того, чтобы убрать излишнюю вот эту прозрачность глины и сероватый оттенок устранить. И потом уже, когда вы ее немножко окрасите цинковыми белилами, потом уже будете добавлять в нее те краски, которые вы хотите, тех оттенков, которые вы хотите. Итак, сейчас я вот этот объем глины окрашу вот в такой оттенок. Ну вот он, видите, отличается. Белая и ранункулюс. Он хоть и выглядит практически как белый, но он отличается от белого. То есть вот при таком сравнении видно уже, что цветок чуть-чуть зеленоватый, такого ближе к салатовому оттенок. И сейчас как раз я вот окрашу в цвет лепестков, а потом от этой же глины небольшую часть
сделаю чуть-чуть более зеленый для самой-самой серединочки. То есть сейчас я сделаю базовый оттенок, который у нас будет основные наши лепестки, которые уже более-менее крупные. Очень небольшое количество зеленой краски. Прям вот еле-еле, только вот коснулись. И этого достаточно. Замешиваем. Замешиваем в глину. Не добиваемся зеленого оттенка, а только еле-еле, чтобы был вот только легкий намек на то, что там есть какой-то оттенок. Потому что чисто белых цветов, прям вот идеально белых, в природе практически не бывает. Они все с какими-то оттеночками легкими. И туда же немножко желтой краски. Совсем небольшое количество. Желтую старайтесь прям вот очень аккуратно, потому что она может быть достаточно яркой. В моем случае это желтая светлая. Можете использовать кадмий лимонный или любую другую какую-то желтую масляную краску. Светлый желтый оттенок. Замешиваем интенсивно до получения желаемого тона. Можете даже сравнивать с цветком. Получился у меня интересный такой оттенок. Он практически белый, но тем не менее он не белый. Лепестки вот у нас как раз вот такого оттенка и будут. Если переливать эту глину так вот на свет, то видны будут все вот эти вот оттенки. И когда цветы составятся в букет, то все эти нюансы будут видны и заметны хорошо. Так, для того, чтобы сделать лепесточки вот эти вот центральные, небольшое, буквально вот небольшое количество глины нам нужно взять и более интенсивно окрасить в зеленоватый. Но опять же, то есть это будет не слишком зеленый оттенок, это будет не слишком яркий, а такой светло-светло-зелененький, который немножко будет отличаться от крайних лепестков. Сюда мы добавим чуть больше зеленой глины. Не добавляйте краски сразу много. Добавляйте понемножку, перемешивайте и смотрите, хотите вы еще добавить краски или вам это и будет достаточно. Я хочу, чтобы серединка не слишком сильно отличалась от крайних лепестков, поэтому слишком много краски я добавлять не буду. И все-таки еще нужно немножко добавить. Да, теперь меня устраивает. Мы начнем делать самые маленькие лепесточки. Это самый первый размер каттера из набора Flower Portrait. Сейчас нам нужно будет вот эту глину, которая у нас
более такая зеленая. Вот так вот условно расплющили. Кладем под пленку и раскатываем это в пастомашине на делении номер 7. Я подложила под пленку ровную поверхность, потому что у меня покрытие стола не очень гладкое. И теперь мы аккуратно открываем пленку и вырезаем лепестки. Вот эти, которые самые маленькие. Я никогда не считаю, сколько их нужно, какое количество. Но сейчас вырежу, посчитаю и там уже разберемся, сколько нам понадобится. Вырезаем столько, сколько сюда войдет. Вот таких мелких лепестков я вырезала 38 штук. Я не знаю, все они нам понадобятся или только часть. По ходу работы мы посчитаем, сколько понадобится. Я вам скажу, какое количество. Вот эти лепесточки нам нужно под пленкой обработать. Нужно истончить край до очень тонкого состояния. Для этого нам понадобится вот такой пластиковый тонкий нож. И мы лепестки этим ножом проглаживаем сверху вниз, стягивая глину от краев к основанию лепестка. И получается у нас вот так. Немножко увеличиваются лепестки в размерах, при этом край остается тоненький, как шифон, а основание более плотное, что позволит лепестку хорошо фиксироваться на основе. Вот таким образом. Так. И вот так мы обрабатываем все лепесточки. Теперь нам нужно часть лепестков снять и переложить их на салфетку, для того, чтобы в салфетку впиталась лишняя влага, и они немножко подсохли, заветрились. Чтобы снять лепесточек с пленки, такой тоненький, для этого тоже очень удобно использовать такой пластиковый тонкий нож. Подцепили вот так и сняли. Несколько штук вот так вот мы снимаем. Можно снять побольше сразу, можно поменьше, если вы медленно работаете. И теперь мы берем вайнер и эти лепесточки сразу же фактурим. Я не буду фактурить у основания. Мне нравится более ярко выраженная фактура. Она уже здесь где-то сверху вайнера начинается. И как следует прижимаем. Обратите внимание, какая красивая фактура вот у этого вайнера. Видите, да, как красиво получается? Сейчас мы еще эти лепестки будем обрабатывать. То есть все лепестки мы снимаем и фактурим. Дальше покажу, как их обработать. Все лепестки мы отфактурили в вайнере. И теперь нам нужно придать изгиб, который будет обнимать вот эту основу. Для этого шариком основание мы не трогаем, а придаем изгиб в верхней части лепестка и в середине. То есть вот углубление, которое будет вот так охватывать вот так вот основу. Сделали, и можно даже примерить. Примеряем, чтобы она вот у нас лежала именно вот так к основе, а хвостик будет приклеиваться вот сюда. Если изгиба недостаточно, дорабатываем вот таким образом. Вот такие округлые изгибы придаем всем лепесткам. Можно делать это на ладони. Если у вас есть
коврик для буления, называется коврик для выбуливания, то можно делать это на коврике. Фактура немножко смазывается, но это не критично. Вот таким образом. Когда лепестки уже немножко подсохнут, тогда делать это удобно, и фактура прям сильно так она не стирается. И так обрабатываем все лепестки. Все лепестки у нас обработаны стеком с шариком. Теперь нужно основание лепестков смазать клеем. Вот таким образом. Основание. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы лепесток хорошо держался на основе. Смазываем сразу по нескольку лепесточков, если вам удобно. Если работаете медленно, то смазывайте клеем по одному лепестку. Я сейчас промажу, наверное, где-то половину, и покажу, как мы будем их приклеивать к основе. Теперь мы начинаем этими лепестками обклеивать основу по кругу. Сейчас покажу, как это делается. Берем вот так первый лепесток, приклеиваем, закрывая середину основы. Последующий лепесток накладывается на предыдущий лепесток, закрывая его наполовину, или можно даже чуть-чуть больше. Следите за формой, чтобы лепестки покрывали основу, сохраняя при этом форму шара, круга. Тогда у вас будет ровный, красивый цветок, красивая серединка. То есть они у нас как будто бы спиралькой накладываются один на другой и сходятся в центре. Вот здесь. Смотрите, чтобы лепесточки покрывали основу ровно, чтобы вот этот центр у вас не смещался ни вправо, ни влево. То есть чтобы здесь все было симметрично посередине, гармонично и красиво. Так. Мне удобно работать левой рукой. Если вам больше удобно работать правой, работайте правой. Но мне удобно накладывать, чтобы вот они сейчас идут против часовой. А если смотреть сверху на цветок, то они идут как бы по часовой стрелке. Оно так гораздо более гармонично будет смотреться. Поэтому учитывайте этот момент. Не критично, конечно, если у вас направление спиральки будет в другую сторону, но лично мне вот кажется, что так оно гораздо гармоничнее. Потом, когда в конечном итоге лепестки у вас идут по часовой стрелке, так оно ближе как бы к природе, наверное. Гармоничная такая форма, когда по часовой стрелке. Лепестки у нас плюс-минус идут на одном уровне, но постепенно мы начинаем их как будто бы приподнимать, чтобы вот они дотягивались у нас до серединки, вот эти вот края лепестков. Они здесь, вот эти вот хвостики, поднимаются относительно предыдущих лепестков. То есть у вас лепестки
стремятся еще как бы закрыть основу, охватить вот так, обогнуть как бы вот этот шарик. То есть у нас потом только крайние лепестки будут спускаться относительно предыдущих ниже. А те лепестки, которые мы наклеиваем сейчас, они еще стремятся закрыть предыдущие. И тем не менее, вся вот эта красивая многослойность в серединке, она будет видна. То есть если мы будем раскрывать, то мы будем видеть всю эту красивую сложность вот этого цветочка. Так, и вот у нас есть еще часть лепестков. Можно, в принципе, обойтись и такой серединочкой, да. Можно немножко добавить, а можно, в принципе, обойтись и такой. То есть по размеру вот здесь, вот в этом цветке, вот у меня где-то такая. То есть у нас ушла сюда половина лепестков. Если было 38, то есть это где-то 19. То есть на серединку достаточно будет где-то 20-25 вот так вот лепесточков. 38 даже не обязательно делать. То есть я доклею сюда еще рядочек, то есть ну, штучек 5-6 еще доклею. Вот. А вот эти лепестки, которые вот у вас остались, чтобы им просто зазря не пропадать, вы можете взять, просто ими обклеить другую, следующую основу. Например, вот если вы хотите делать бутончик, может быть, захотите, либо еще один такой же цветок. То есть не давайте лепесткам пропасть просто так, обклейте ими следующую основу. Вот и все. Итак, серединка у меня готова. Такая светло-зеленая, достаточно плотная. Я раскатала снова глину в пленке. Опять же на делении номер 7. И теперь я буду использовать каттер второго размера из этого набора. Теперь также вырезаем лепестки. Какое количество, я скажу чуть позже. Сейчас просто вырезаем. Теперь мы эти лепестки точно так же, как и предыдущие, обрабатываем плоским ножичком под пленкой, стягивая глину сверху вниз к основанию, истончая край и укрепляя немного основание лепестка. Делаем это осторожно, слишком сильно не нажимая, иначе может край стать слишком тонким и потом впоследствии может порваться. Поэтому вот таким образом обрабатываем все лепестки. Снова мы снимаем лепестки аккуратно с пленки на салфетку. Вот таким образом. И теперь вот эти лепестки, которые мы сняли, мы тоже фактурим их в вайнере. Придаем лепесткам красивый рисунок. Здесь у нас лицевая сторона, здесь изнаночная. Фактурим мы шариком по лицевой стороне. И так мы поступаем со всеми вот этими лепестками. Итак, второй размер лепестков мы отфактурили.
Сейчас я скажу вам, сколько их по количеству. Таких лепестков у меня получилось 24 штуки. И сейчас мы тоже придаем им изгиб. Вот таким образом. Тоже основание мы не трогаем, а придаем изгиб вот здесь в верхней части и к середине. То есть довольно такой интенсивный изгиб. То есть мы прикладываем, также примеряем к серединке, достаточно ли нам будет такого изгиба. Да, вполне. Итак, сейчас покажу еще один лепесток. Вот таким образом, чтобы он получался вот настолько, вот с таким вот интенсивным изгибом. Итак, мы обрабатываем все лепестки. Теперь все эти лепесточки точно так же у основания нам нужно промазать клеем, и я покажу, как их приклеить к цветку. Теперь мы лепестки эти приклеим по тому же принципу, как мы приклеивали предыдущие лепестки. Здесь у нас примерно на той же самой высоте. Придерживаемся вот этой высоты. Хотя, может быть, даже если вот так его немножко отогнуть, то будет заметно, что этот лепесточек, наверное, миллиметр или два возвышается над предыдущими лепестками. То есть этот будет чуть-чуть повыше на миллиметр или два. А нахлёст сейчас мы определимся. Да, где-то тоже наполовину предыдущего лепестка мы делаем нахлёст. Снизу подклеиваем, сверху подправляем. Я надеюсь, хорошо все видно. Итак, вот у нас вырисовывается уже такая красивая середина цветка. И мы просто продолжаем вот так по кругу обклеивать лепестками. Можно лепестки приподнять еще на 1 миллиметр повыше, буквально на 1 миллиметр, чтобы серединка как бы немножко утопала вовнутрь цветка. То есть обратите внимание, да, в какой момент нужно поднимать лепестки. Вот, допустим, ряд сделали и сейчас подняли на 1 миллиметр. И продолжаем пока что на этой высоте, чтобы серединка немножко утопала, но не так, чтобы вот прям слишком, да, вот это бросалось в глаза. Но у ранункулюса, как правило, сердцевинка немножко утоплена вглубь цветка. Можно не прижимать их вот так вот слишком плотно друг к другу. Можно оставлять такую легкую воздушность между лепестками, чтобы цветок выглядел более нежно. Но если вам хочется лепестков сделать много, тогда можете это делать поплотней. Я слишком много не хочу, я хочу все-таки вот сделать эффект легкости и воздушности. Так.
вот этот размер у нас лепесточки понадобились все. Слишком высоко. Вот так, чуть-чуть пониже. И еще один. Смотрим, все ли нам нравится. Ну, меня пока все устраивает. Видите, да, что середина немного утоплена вовнутрь цветка. И теперь нам понадобится катер 3-го размера. Снова раскатываем глину и вырезаем лепестки. Я покажу уже вырезанные. Итак, следующий размер лепестков у меня уже вырезан и обработан под пленкой. Краешки тоненькие. И теперь нам нужно снять также с пленки эти лепесточки аккуратненько, чтобы их не порвать. И точно так же их на салфеточку выложить, чтобы немножко заветрились. И отфактурить в вайнере. Все точно так же, как и предыдущие лепестки. Также обрабатываем, придаем изгиб шариком. Я покажу как. Дальше самостоятельно. Теперь нам нужно взять шарик чуть большего диаметра, так как лепестки у нас уже чуть крупнее. И проделать то же самое. То есть тоже изгиб мы придаем сверху к центру. Основание остается практически не тронутое. То есть вот такие изгибы. И этого размера количество лепестков 8, 12, 15, 18. 18 лепестков 3-го размера. И у нас останется только 4-й размер лепестков, а самые крупные, 5-й размер, мы делать не будем, потому что этот ранункулюс у нас небольшой. И вот так вот мы фактурим все 18 этих лепестков, и я покажу, как их приклеить. Продолжаем сборку цветка. 18 лепестков уже промазаны клеем. И просто продолжаем сборку. Лепестки либо на 1 мм выше делаем, либо практически на том же самом уровне. Вот можно продолжать, потому что мы сейчас потихоньку пойдем уже к раскрытию цветка. Здесь лепестков у нас не слишком много будет. И смотрите, здесь уже нахлест, уже не на середину предыдущего лепестка, а где-то на треть, на 1/3. И все это довольно-таки быстро собирается. То есть мы просто прикладываем и к низу прижимаем. Приложили и к низу прижали.
Многослойный такой получается цветок. Сейчас потихоньку мы уже пойдем на завершение. Сделаем крайние более крупные лепестки, раскрытые, пышные. И цветок будет готов. Вот. Получается такая, ну да, достаточно объемная получилась у меня сердцевина, даже объемнее, чем вот в таком цветке, немного объемнее. Ну ничего страшного, это тоже будет красиво. Это тоже все будет очень красиво. Лепестки последнего, самого крупного размера мы точно так же обрабатываем под пленкой, стягивая глину сверху вниз от края к основанию лепестка. Он немного увеличивается в размере, и края становятся максимально тоненькими, а основание более плотным. То есть все то же самое, что мы делали и с предыдущими лепестками. Вот таким образом. Видите, у лепестка немножко острые краешки, и мне их захотелось вот немножко скруглить, чтобы они не были такими уж очень острыми углами. Более округлые лепестки меня устраивают больше, конкретно вот в этом сорте ранункулюсов. И теперь мы точно так же снимаем их с пленки, фактурим и обрабатываем шариком, чтобы придать им легкий изгиб. Итак, это последние лепестки, более крупные, для завершающих рядов. И здесь вот с этими завершающими лепестками у нас здесь будет самое интересное. Здесь мы будем уже придавать раскрытую форму цветку. Здесь есть определенные нюансы, хитрости, о которых вы сейчас узнаете. Я уже промазывала их клеем. Всего завершающих лепестков у нас получилось 18 штук. Если вы хотите сделать цветок в середине более такой мелкий, то вот этих лепестков центральных, которые 2 и 3 размера, можете немного уменьшить их количество. И тогда сердцевина не будет казаться такой густой и объемной. Можно сделать чуть-чуть пореже лепесточки. И вот мы начинаем прикладывать лепестки, как бы не прижимая слишком плотно, а слегка как будто начиная раскрывать. То есть этот ряд мы еще делаем на той же самой высоте, что и предыдущие, просто по кругу, точно так же вот по спирали, только теперь лепестки у нас заходят друг на дружку совсем на чуть-чуть, то есть, ну, так, они друг друга перекрывают, но совсем немного. То есть, видите, мы прижимаем снизу, но они у нас вот как бы открываются, создавая легкую такую вот воздушность. Сейчас этот ряд пока что мы клеим вот так. То есть они друг на друга вот так заходят. А все последующие лепестки мы будем клеить просто в разноброс, уже не сохраняя никакой системы. То есть у нас уже не будет такой вот симметричности. Вот еще один лепесток я вот так наклеиваю. Теперь последующие лепестки мы будем опускать ниже и раскрывать их. То есть как это должно у нас быть. Вот мы лепесточек опускаем по высоте. Вот таким образом.
Здесь еще хитрость в том, что не нужно дожидаться, когда лепестки просохнут. Здесь мы будем собирать лепестки влажными. Я вообще люблю сборку цветов, что называется, по-сырому. Это позволяет смоделировать уже окончательно форму цветка просто с сухими лепестками. Такой фокус у вас не пройдет. Поэтому обратите внимание, сейчас я не буду накладывать лепестки уже по спирали. Здесь мы будем их уже в разноброс. Смотрим, где мы хотим видеть лепесток, туда и клеим. Обратите внимание, что они, если мы этот лепесток опустили миллиметра на 3, то и этот, все последующие тоже опускаем. В этом ряду, по крайней мере. То есть вот таким образом. И еще, когда мы соберем цветок полностью, мы эти лепестки еще дополнительно раскроем, подложив под них кусочки ваты. То есть лепестки будут сохнуть в раскрытом виде. И за счет этого вот у вас как раз получится такая пушистая, пышная, красивая, раскрытая форма цветка. Если клей на лепестках подсох, то лучше тогда промазать еще раз. Сейчас цветок повешу так вот вниз головой и клеем еще промажу, потому что немножко подсох. Какие-то лепестки потом мы сделаем более раскрытыми, какие-то ближе к центру, то есть более закрытые, а какие-то сделаем более такие распустившиеся. Смотрим. То есть этот ряд еще пока что мы весь выравниваем, да, вот на одной высоте. А самый крайний ряд мы уже будем к самому основанию приклеивать. Так. Вот. И последующие лепестки я сделаю максимально низко, то есть к самому основанию. И они будут самые раскрытые. И приклеиваем их тоже в разноброс, не по спирали. Таким образом, чтобы закрыть всю основу. Можно приклеивать прям вот так, держа цветок вниз головой. И еще один лепесток вот здесь. Теперь смотрим. Если мы его частично раскроем, какой-то лепесточек будет, допустим, вниз отвисать, какой-то не полностью будет отвисать. Обратите внимание, что вот так создастся вот такая красивая пышность, необычность этого ранункулюса. Теперь, чтобы зафиксировать лепестки вот в таком раскрытом состоянии, где сильнее, где меньше раскрытие будет, то нужно будет сейчас подложить под лепестки кое-где кусочки ваты и сушить вот так вниз головой. А лепестки у вас вот будут приподняты. И за счет этого, когда цветок высохнет, будет вот эта пышность. Такой же способ я показывала в мастер-классе по созданию пиона и большого ранункулюса розового. Вот таким образом получается вот такой красивый цветок. Лепесточки сырые, конечно, они еще отвисают, но форма у цветка потрясающая. Теперь нарежу вату на кусочки и покажу, как вставить под лепестки. Теперь смотрим, куда бы нам хотелось добавить объема.
Туда мы кладем кусочек ваты. Допустим, мне бы хотелось объема добавить, начиная, наверное, где-то даже вот так, вот отсюда. Вот такой вот кусочек. Можно даже кусочки сделать поменьше. Лучше, конечно, брать просто вату, но сегодня вот у меня ее под рукой не оказалось, и у меня были только ватные диски, и с ними не очень удобно. Вот. Но это лучше, чем ничего, поэтому работаем с дисками. Когда ваш цветок высохнет, он сохранит эту форму, которую вы сейчас придаете лепесткам. Это будет очень красиво. Какие-то лепестки можно приподнять сильнее, здесь вот эти крайние, а какие-то оставить не сильно раскрытыми. И вот это вот такой, выпало, такой эффект придаст реалистичности вашему цветку, необычности такой. Будет очень красиво и эффектно. Допустим, так. Смотрим, где еще. То есть вот здесь я создам объема больше. Вот именно вот эти, которые крайние лепесточки, вот я здесь хочу создать больше объема. Так. Аккуратно можно перевернуть, посмотреть, все ли нам нравится. Если все нравится, то просто мы переворачиваем и сушим вот в таком положении вместе с этой ватой вниз головой в течение суток. Через сутки просто вату уберете, и получится у вас великолепный результат распустившихся вот таких красивых ранункулюсов. Вот таких. Здесь тоже была подложена ватка, поэтому лепестки снизу вот такие максимально раскрытые и объемные. Как сделать чашелистик, я покажу на одном из своих уже готовых ранункулюсов. Вот они у меня все разлетелись из емкости. Ну вот, на примере вот этого ранункулюса я покажу, как сделать чашелистик и стебель. Вот у нас та глина, которая осталась от цветов, которая вот от серединки осталась и от лепестков, от основных вот осталась. Можно в нее же добавить просто зеленую краску, причем сделайте такой зеленый оттенок, который вам больше нравится. Он может быть более насыщенным, но в моем случае я выбрала более светлый зеленый оттенок, такой ближе к цвету молодой зелени, что-то ближе к салатовому. Ну вот у меня просто такая концепция букета, мне нужна именно светлая зелень для моих ранункулюсов. Поэтому я не буду добавлять слишком много зеленой краски. Мне нужен светлый, приятный зеленый оттенок. Я добавлю немного травяной зеленой. Это зеленая крушина. Добавляю по чуть-чуть, поэтапно перемешиваю и смотрю, нравится мне или нет.
И сюда же я добавлю небольшую каплю оливковой краски. Оливковая зеленая. Потому что оливковая краска, она придает такой теплый оттенок зелени. Я ее очень люблю и практически все время использую ее при создании листьев, если мне нужен оттенок именно теплый. Она уже плохо тянется. Видите, она уже такая подзаветренная немножко, эта глина. Но для чашелистика и стебля она подойдет. Добавлю еще зеленый. И немножко желтый. Она уже трудно вымешивается, потому что она уже не первой свежести, конечно. Здесь нужно еще немножко зеленого добавить. И в итоге мы добиваемся получения вот такого нежного светлого оттенка. Да, уже практически то самое. Можно оставить даже уже и так, потому что когда глина будет высыхать, она немножко потемнеет на полтона или на 1 тон. В зависимости от краски, которую вы замешиваете. Моя краска темнеет где-то на полтона. То есть, да, мне будет достаточно такого оттенка, светло-зеленая. При желании можно будет потом потонировать, но мне пока не нужно ничего тонировать. Меня пока все так устраивает, что оно такое все светленькое. И теперь небольшой кусочек глины раскатаем просто в пленке в пастомашине на делении номер 6, чтобы чашелистик был более плотный. Итак, выбираем нужный катер, который подходит по размеру нашего цветочка. Чашелистик вырезаем вот эту вот звездочку. И пальцем нужно истончить немного край, чтобы он был более реалистичный. Чтобы ничего не было видно, что мы там что-то специально вырезали. То есть просто обрабатываем, чтобы он был более изящный. И аккуратно снимаем его с пленки с помощью этого же плоского ножа. Поднимаем лучик за лучиком. Если ваша глина будет слишком мягкая и липкая, дайте немножко заветриться чашелистику, а у меня вот он, в принципе, хорошо снимается. Можно тоже положить на салфеточку, дать чуть-чуть заветриться. Мне уже дожидаться не обязательно, поэтому мы сейчас его начнем обрабатывать. И если где-то кончики не очень острые у чашелистика, просто подправьте их немножко ножничками.
Теперь нужно взять стек с небольшим шариком, у меня это 6 миллиметров, обработать дополнительно еще края, чтобы они стали еще более тоненькие. Поскольку вайнера для чашелистиков у меня нет, я чашелистики обрабатываю вручную. Можно, допустим, к примеру, использовать стек кошачью лапку для того, чтобы придать фактуру чашелистику. Вот у нас стек кошачья лапка с бороздками. Кладем чашелистик на ладонь, проводим по центру и по краям, вот так. И так вот мы делаем со всеми лучами. Просто так получается гораздо интереснее, и он не будет таким совсем гладким и безжизненным. И теперь я создаю вот такую прожилку по центру каждого луча, для того, чтобы можно было эти лучики сложить пополам. Вот таким образом они легко складываются пополам. Сзади можно даже выделить еще вот такими защипами, слегка выделить вот эту центральную складку. И теперь стеком с шариком скруглить каждый луч. И в центре тоже немножко пройтись шариком. Получается простой чашелистик для ранункулюса. Мы тоже не дожидаемся, когда он просохнет. Промажем его клеем в середине и немножко по краям, у основания вот этих лучиков. Так, теперь прокалываем проволокой середину чашелистика и просто одеваем на цветок. Можно стеком помочь подклеить. Поправляем. Чашелистик можно делать гораздо ярче, темнее. Ну вот мне сейчас нужна именно такая светлая, нежная весенняя зелень.
Если вам кажется, что он слишком светлый, при желании можно просто подтонировать либо масляной краской, либо сухой пастелью. Сейчас я покажу, как сделать стебель. Здесь тоже нет ничего сложного. Мы берем кусочек глины, той же самой, из которой мы делали чашелистик. Ориентируйтесь на ту длину, которую вы хотите сделать для своего цветка. У меня это будут не очень высокие цветы. У меня будет композиция в красивой розовой кружке. У меня помимо ранункулюсов там будет еще много чего интересного. Я потом вам покажу, когда все это будет готово. Взяли кусочек глины, клеем промажьте проволоку, вот буквально вот от самого чашелистика и по длине проволоки. Можно, конечно, не на всю длину сразу. И теперь кусочек глины вот так мы взяли, раскатали условно вот такую форму. Сплющили. Теперь прикладываем глину вот так туда. Обнимаем глиной проволоку. И прикатываем глину, формируя стебель, который плотно прилегает к чашелистику. Здесь мы еще замоем водой, чтобы сгладить все стыки, неровности, все несовершенства. Формируем стебель. При необходимости промазываем клеем проволоку. У ранункулюса стебель не очень тонкий, он такой достаточно толстый. Мне здесь даже вот вся длина стебля такая не нужна. Обратите внимание, что здесь нам понадобится силиконовая кисть, вода. И вот здесь, где у нас стык стебля с чашелистиком, здесь мы все эти стыки сглаживаем водой с помощью силиконовой кисти. Пальчиком можно подправлять. Мы просто заглаживаем мокрую глину, и все стыки исчезают. Что касается стебля, здесь мы просто мочим его и как следует выглаживаем, чтобы убрать все трещинки, какие-то могут быть изъяны. Это все выглаживается с помощью воды пальцами. Вот и все. И у вас формируется красивый стебель. Красивый, ровный, гладкий. Вот таким образом. Теперь покажу вам еще раз,
цветок, который мы сегодня так усердно с вами создавали. Ну, тот цветок, правда, сохнет, но это его аналоги практически. Я очень надеюсь, что вам понравился мой мастер-класс, что у вас тоже получатся такие великолепные цветы. А я уверена, что у вас получатся такие красивые цветы. У каждого будут свои уникальные, неповторимые. В этом вся красота, что у каждого будет свой неповторимый красивый цветок. Я благодарю вас за просмотр, за ваше внимание, за ваши лайки, комментарии. Спасибо за то, что делитесь результатами своих работ у меня в соцсетях. Мне это очень приятно, мне интересно, что у вас получается. Благодарю всех еще раз за внимание. Всех люблю. Пока-пока.